Представьте себе планету без Солнца. Когда-то она стала ненужной в своей звездной системе и была выброшена в бездушную пустоту космоса. Или, возможно, у нее никогда и не было своей звездной системы. Она родилась одинокой. Я говорю о блуждающей планете. Такие планеты также называют сиротами, кочевниками, несвязанными или бессолнечными. Звучит довольно грустно, не правда ли? На блуждающей планете нет солнечного света. На ее поверхности царит бесконечная ночь. Отсутствие света означает отсутствие тепла. Именно поэтому на этом замерзшем мире нет никакой жизни. Но поверьте, это не самое страшное. Однажды блуждающая планета может вытеснить Землю из ее уютного места рядом с Солнцем. Мы живем в обитаемой зоне нашей звезды. Это означает, что наша планета находится на таком расстоянии от Солнца, что вода может существовать на ее поверхности в жидкой форме. Но межзвездный гость может все испортить. Если блуждающая планета каким-то образом проникнет в нашу Солнечную систему, и мы не сможем остановить ее приближение, она, скорее всего, столкнется с нашей прекрасной голубой планетой. И тогда Земля может быть вытолкнута из своей орбиты, уходя на экстремальную орбиту, более далекую от Солнца. Теперь представим, что произойдет с нашим миром, если блуждающая планета размером с Марс столкнется с нами. Скорее всего, люди отреагируют паникой и отчаянием. У нас уже было несколько печальных примеров, когда космические пришельцы уничтожали более 3/4 всех форм жизни на планете. Еще одно подобное событие было бы разрушительным. Немедленные последствия такого столкновения, простите за каламбур, были бы поистине катастрофическими. Это привело бы к огромным потерям жизней и разрушению огромных территорий планеты. Сначала люди сосредоточились бы на спасательных и восстановительных работах, но вскоре стало бы очевидно, что мир не подлежит спасению. Климат по всей планете начал бы становиться все холоднее. Кроме того, чем дальше наша планета отходила бы от Солнца, тем слабее становилось бы гравитационное притяжение звезды. В итоге наша прекрасная Земля оказалась бы слишком далеко от своего главного источника света и тепла. Она превратилась бы в безжизненный кусок скалы, покрытый толстым слоем льда. Это довольно мрачно. Но что, если человечество предвидело эту катастрофу и подготовилось к ней заранее? Как бы выглядела наша жизнь? И где бы мы жили после космической катастрофы? Если бы к моменту столкновения люди уже основали колонию на Марсе, у нас, вероятно, было бы некоторое время, чтобы покинуть Землю и отправиться на Красную планету. Но возможно ли вообще преобразовать этот далекий мир так, чтобы он стал пригодным для жизни людей? Это, безусловно, было бы грандиозным достижением. Видите ли, Марс – чрезвычайно опасное место для нас. Если бы вы каким-то образом телепортировались туда без защитного костюма, газ в вашей крови мгновенно превратился бы в пузырьки, что совсем нехорошо. Добавьте к этому кислородное голодание, переохлаждение и радиационное отравление. Картина ясна. Но если блуждающая планета уничтожила бы жизнь на Земле, у нас не осталось бы выбора. Нам пришлось бы создать более мощную магнитосферу на Красной планете, чтобы защитить ее от ультрафиолетового излучения Солнца. По той же причине Марсу понадобилась бы более плотная атмосфера. Сейчас марсианская атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа с небольшим количеством кислорода. Этот воздух не подходит для людей. Чтобы люди могли жить там комфортно, Марс также должен быть теплее. И если бы нам удалось как-то нагреть планету, мы смогли бы высвободить замороженный углекислый газ. В настоящее время огромные запасы этого газа находятся на полярных шапках Красной планеты и в других областях. Это помогло бы атмосфере стать плотнее, что сделало бы возможным существование воды на поверхности планеты. Также нам понадобилось бы место для жизни. НАСА экспериментировала с легкими надувными жилищами, но, очевидно, это недолгосрочное решение. В то же время доставка строительных материалов на Марс невероятно дорога, особенно если бы мы были ограничены во времени, спасаясь с нашей бедной, разрушающейся Земли. Поэтому вместо доставки готовых строительных элементов на Красную планету мы могли бы выращивать их прямо на ее поверхности. Это можно было бы сделать с помощью грибов и цианобактерий. Они могут производить тонны биоминералов, таких как карбонат кальция, а также биополимеры. Они смогли бы склеивать марсианский каменистый материал, покрывающий коренную породу, в настоящие строительные блоки. Другими словами, кирпичи на Марсе росли бы сами по себе, и нам оставалось бы только собирать их в различные конструкции, такие как стены, полы и даже мебель. В
то же время такая молодая колония не смогла бы выжить дольше одного поколения без дополнительных поставок с Земли. Но, как вы понимаете, этот вариант был бы недоступен. Тогда, возможно, люди перебрались бы в колонии, расположенные на многочисленных космических станциях, достаточно удаленных от места столкновения. В этом случае мы смогли бы избежать разрушения. Но такие станции должны быть достаточно большими, чтобы поддерживать сельское хозяйство, медицинские учреждения, электростанции, образовательные учреждения и многое другое. Поддержание таких станций без необходимых поставок было бы тяжелой работой, и простая поломка оборудования могла бы стать неразрешимой проблемой. Но представим, что наши потомки решили найти Землю спустя несколько тысяч лет и преуспели в этом. Как вы помните, наша планета изменила бы свое положение, находясь гораздо дальше от Солнца. Теперь, будем надеяться, Земля восстановила бы свое магнитное поле после удара, а также немного своей первоначальной атмосферы. Но тем, кто вернулся бы на Землю, понадобились бы вода, кислород и достаточное атмосферное давление. И хотя новое давление на планете, вероятно, было бы подходящим для жизни, скорее всего, кислорода было бы недостаточно для дыхания без помощи. Чтобы получить новый запас кислорода, людям понадобились бы фотосинтезирующие бактерии. Найдем ли мы их на опустевшей планете? Вероятно, да. Большинство, или, по крайней мере, некоторые бактерии выжили бы. Возможно, где-то глубоко под поверхностью. Может быть, в глубинах океанов, если они остались на планете. Тардиграды, самые неуничтожимые животные на Земле, также могли бы выжить и приветствовать вернувшихся людей. Эти крошечные водяные медведи могут выживать до 30 лет без пищи, жить в вулканах и даже выдерживать вакуум космоса. Так что эти формы жизни, бактерии и тардиграды, вероятно, могли бы процветать и размножаться без хищников, которые замедляли бы этот процесс. Это хорошая новость. Но что бы мы ели на вновь заселенной планете? Тардиграды – не та диета, на которой человек мог бы жить. Ну, мы могли бы найти какие-то замороженные семена, оставшиеся на планете, или хранить их на наших космических станциях. Почва Земли могла бы быть полна питательных веществ, оставшихся после катастрофических событий прошлого. Люди начали бы сажать семена, пытаясь привыкнуть к суровым условиям жизни на некогда пустынной планете. И все же это было бы лучше, чем бессолнечные космические станции. К счастью, блуждающая планета вряд ли не только столкнется с Землей, но даже приблизится к нашей планете. Появление таких космических путешественников чрезвычайно редко. И с учетом того, как быстро развиваются наши технологии в наши дни, астрономы заметили бы такой крупный небесный объект, появившийся в окрестностях или даже во всей Солнечной системе, задолго до того, как он стал бы угрозой нашей планете. Если бы он подошел слишком близко, мы использовали бы один из разработанных методов предотвращения столкновения астероидов с поверхностью планеты. Их довольно много, например, кинетический импактор. Эта техника требует удара по астероиду, чтобы изменить его орбиту, пока он не перестанет быть угрозой для нашей планеты. Или мы могли бы использовать метод гравитационного трактора для отклонения астероида. Это когда роботизированный зонд встречается с космическим камнем, или в нашем случае с блуждающей планетой, и сопровождает его в течение нескольких месяцев или даже лет. Со временем гравитация космического корабля начинает влиять на космическое тело, корректируя его траекторию. Есть даже метод окрашивания небесных объектов. Я не шучу. Темные поверхности отражают меньше света, тогда как светлые – больше. Играя с этими свойствами, мы могли бы заставить блуждающую планету изменить свой курс. Если, конечно, мы найдем достаточно краски, чтобы покрыть целую планету. На этом пока все. Так что если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.